Всем здорово, народ! Сегодня у нас PvP-шный быстро гайд на Фростмага, затронем только самые основные моменты, поэтому все, больше не затягиваю, погнали смотреть видос. Ну и сразу же перейдем к самому главному, а именно к билдачку. У меня для вас целых два варианта, сейчас мы про них поговорим. Первый билдачок рассчитан на усиление нашей ледяной стрелы, нашего Фростболта, ну теперь это уже Frost Firebolt, но не суть, и на получение дополнительных проков, точнее шансов на прок с этой ледяной стрелы. В чем суть? Мы качаем талант себе здесь заморозка мозгов, морозное касание и глубокий раскол. Соответственно, теперь, когда мы будем кастовать нашу стрелу основную, у нас будет очень много проков. И по итогу получается так, что если вам дают кастовать парочку стрел льда, то у вас бесконечные проки на шквал, на копье и так далее. То есть вот мы как начинаем, мы выбираем таргет, кидаем в него шквал, парочку лэнсов, допустим, еще шквал, еще два лэнса, и потом нам нужно откэдэшить, соответственно, кэдэшку. Мы нажимаем Frostbolt, залетает в него два Frostbolt'а, все, у нас откэдэшился шквал, лэнс усиленный, у нас уже два шквала еще есть. И мы вот так вот начинаем просто проспамочку снова. Тратим все стаки, тратим все кулдауны, у нас все на КД, и можно еще Frostbolt пару раз кастануть, чтобы нас снова прокнул. Соответственно, баф либо на копье, либо откэдэшился шквал, на шквал откэдэшивается, и мы вот так вот начинаем бесконечно, по сути, стрелять по нашему таргету. Да, это вкусно, да, это приятно, но опять же, данный билдачок не стоит брать всегда, а только тогда, когда вы понимаете, что вам дадут кастовать ваш Frost Firebolt. То есть, если вы играете против каких-нибудь воинов, например, которые хрен до вас дойдут, ну или, в общем, против классов, которые вас сильно не напрягают. Да, у мага мобильности много, но она все-таки не бесконечная. Если вы будете стоять на месте и достаточно долго по меркам мага кастовать 2-3 стрелы льда, то вам будет неприятно, если в это время вас будут бить. Поэтому да, данный билд вкусный. Ну и опять же, мы берем еще себе талант, чтобы усилить урон с ледяной стрелы, поскольку мы ее будем часто нажимать. Так-то мы и не берем данный талант, но поскольку мы именно в этом билде играем, и на ледяную стрелу рассчитываем, мы также усиляем ее дэмэдж. Тут все просто довольно логично. Поэтому вот еще раз вам показываю билдачок, да, сдвинул камеру, чтобы все таланты были видны. Это вот первый вариант, когда мы играем через ледяную стрелу. Но также имеется и второй билдачок, который я прямо сейчас вам показываю. Он уже рассчитан на то, что мы будем больше бегать, практически никогда не будем стоять на месте. И такие, на моментальные касты идет упор. А именно, мы прокачиваем себе дополнительно наш ледяной шар, усиляем его. Поэтому мы не берем таланты, опять же, на наши проки, на наше ледяное копье, а просто усиляем себе наш ледяной шарик. Чтобы мы его, опять же, ставили, и он более эффективно работал. Мы берем ему дополнительный дэмэдж, дополнительное время действия. И также берем два таланта вот на, так сказать, смежные темки. Чтобы у нас ледяное копье, во-первых, давало нам кристалл льда. И еще, чтобы у нас ледяной шар, когда действует, мы получали, опять же, заряд ледяных пальцев. Это очень вкусно, и, опять же, в синергии работает очень приятно. Ну и, соответственно, теперь геймплей немножечко меняется. Мы вообще на месте можем не стоять, просто постоянно бегаем и моментальными спалами кидаемся в наших противников. Также мы используем шквал, допустим, приморозили их на месте, туда поставили наш шарик, кинули туда Blizzard, чтобы он сверху падал на противничков. И опять же вот продолжаем через шквал, через наш шарик дамажить очень сильно противников. Да, мы также кидаем шарик и кастуем все те же заклинания, когда мы играем через первый билд. Но при первом билде мы еще имеем право, так сказать, остановиться, парочку раз бросить наш Frost Firebolt в противника, чтобы получить с большей вероятностью проки, откатить себе сплей и так далее. Но здесь мы этого делать прям совсем не хотим, мы просто кайтим, ждем, пока у нас откэдэшится наш шарик, и когда он откэдэшивается, мы его снова кидаем, и снова начинаем моментально просто дамажить всех противничков. Вот и все. Блинканулись, не знаю, блинканулись обратно, блинканулись в другую сторону, и вот так вот просто бегаете на маге, который типа кастер, но по факту все у него моментально работает. Без конца начинаем дамажить противников. Это очень вкусно на самом-то деле. Мне этот билд нравится больше, и опять же, я бы через него играл с наибольшей вероятностью. И вне зависимости от вашего основного билда, не забывайте, что когда вы играете против разбойника, ну или в целом против такого пика, когда очень много станов у противника, не забывайте мерцание скипать. Мы не берем мерцание, чтобы у нас было, да, не два блинка, был всего один блинк, но данным скачком мы можем сбрасывать с нас стана. То есть у вас кидней от разбойника залетает, вы просто бумс, блинканулись, все, стана на вас больше нет. Против разбойника критично важно брать, не забываем. Да, мерцание, конечно, приятно, то, что у нас, во-первых, два блинка, во-вторых, там кастовать можно под ними, потому что когда вы играете со скачком, вот вы кастуете, скачок нажимаете, видите, вы не можете его нажать. Вот, а если вы играете с мерцанием, то вы можете прямо во время каста блинкануться, и никто вам ничего не сделает, каст не прервется. Ну, то есть, опять же, это приятно, когда вы хотите кого-то шипануть. Блин, манекены не шипуются. Ну, предположим, что я кастую шип, да. Также вы кастуете шип, блинкуетесь, и вам
ну, с большей вероятностью не прервут ваш каст, если там какие-то милишные кики имеются у противников, то да, скорее всего, вы так захотите сделать. По поводу PvP-шных талантов, ну, практически всегда хочется брать средоточие холода на наш шарик, опять же, чтобы он появлялся у нас в указанной точке, куда мы его поставим, а не рандомно, ну, он просто перед вами выкатывается, да, без PvP-шного таланта, и довольно сложно его поставить именно в ту точку, куда вы хотите. Так, конечно, гораздо приятнее этот шарик ставить, ну и плюс мы получаем дополнительные 10% дэмэджа, что немаловажно, что очень вкусно. А вот оставшиеся два таланта можно здесь уже поэкспериментировать. Рекомендую брать кольцо огня, потому что, опять же, довольно такой неплохой АОЕшный спелл. Если понимаете, что где-то противники играют в определенной точке, просто сюда кольцо огня ставить, и они уже будут так подгнивать постепенно, тоже будет доп дэмэдж. Можно за колонну поставить и так далее. В общем, ну, применений у этого спелла, конечно же, много. Третий талант. Можно брать либо ледяную вот эту вот стенку, Ice Wall, да. На самом деле, когда я играю против мага, я вообще не рассчитываю, что он берет Ice Wall. И так, на самом-то деле, вроде редко кто делает, но сейчас я вам покажу фишку, и, возможно, вам еще больше понравится данный талант, даже если он вам до этого не нравился. Если вы играете за эльфа бездны, а я играю за эльфа бездны, вы можете поставить эту стеночку, и через нее нельзя ничто кастовать. Это как, ну, просто тупо стена. Но активка эльфа бездны работает, и вы можете сквозь нее телепортироваться. Прикольно? Прикольно. А потом можно вернуться обратно. Короче, приемов у этой стенки довольно много. Вы можете ее использовать как такой сейф. Просто ее поставили, туда блинканулись. Ну, за счет активки расовой. А противник сквозь нее пройти никак уже не может. И, допустим, он ее обижал. Все-таки на вас как-то чарж нажал, а вы блинканулись обратно. Ну, вы можете просто нажать блинк обычный, да, чтобы у вас активировалось перемещение. Потом нажать активку расовую, ну, в общем, как я сделал. И потом блинкануться обратно. И он в обратную сторону тоже не сможет ничего сделать, ему придется обходить. Это первый момент. Как сейф можно использовать данную стенку. Ну и второй вариант, очевидно, это как зонящий спелл использовать данную стенку. Например, просто лекаря вражеского отзонить от его дамагера, чтобы он не мог его хилить таргетно. Ему пришлось либо какие-то мощные массовые спеллы прожимать, там, типа спокойствие друидовское, да, ну и так далее. Там прист может взлететь, в общем, ну, всякие такие суетливые движения можно с помощью данной стенки делать, просто как зонящий спелл ее использовать тоже добавляет нам вариативности в наш геймплей. Но если стенка нам не нравится, опять же, можно взять талант, который называется как там главный пастух, мастер пастух, ну, в общем, не суть. Вы берете талант на шип, и когда вы используете полиморф, у вас просто увеличивается, во-первых, скорость передвижения, универсальность увеличивается, это и дэмэдж, и защита там какая-никакая. В общем, все равно приятно. Вы полиморф по-любому будете всегда закидывать, это ваш основной контроль, по сути, если не считать станы. И это не может не радовать, когда у вас просто дополнительные статы из воздуха, по сути, появляются, всегда вкусно. Если играете против милишников, против того же разбойника какого-нибудь, которые, ну вот прям очень сильно и вредно будут по вам играть, можно взять снежный занос, чтобы мы постоянно имели возможность нажать кнопочку, и когда по нам и милишники играют, чтобы они станились дополнительно. Этот талант нет смысла брать особо против каких-нибудь кастеров. Вы же не будете блинковаться в упор кастеру, возле него бегать специально, чтобы его застанить. Очевидно, нет. Поэтому да, снежный занос берем против надоедливых, въедливых милишников, которые будут постоянно по вам играть. На самом деле, довольно вкусным талантом является кольцо Мороза, да, не всегда хочется от него отказывать, но опять же, вы понимаете, что вот кольцо обледенения у вас кастуется моментально, и вы можете просто, опять же, бегая, приморозить какого-нибудь противника-милишника на месте, и он потеряет время, он будет в рутах стоять. Но когда вы играете против кастеров условных, там вообще им насрать, они что зарутаны, что не зарутаны, им на месте стоять и просто как башня в разные стороны спылы раскидывать, да. Можно, конечно, взять кольцо Мороза. Можно, очевидно, и против милишника взять кольцо Мороза, но просто вы понимаете, что это немножечко ваш геймплей меняет. Но импакта от кольца Мороза, очевидно, тоже очень много. Как минимум можно под инвизом подбежать к противникам, через дыхание дракона их всех так застанить, потом постелить кольцо и раскинуть через взрывную волну. Приятная комбинация, то есть вы вот так вот подбежали, нажали кольцо Мороза, спокойно его кастуете и вот так вот всех раскидываете. И они, во-первых, разлетятся и будут все в стане, поскольку они пролетают сквозь кольцо. Потом, допустим, один из них это лекарь, он улетит вот сюда, вы ставите туда стеночку, она почему-то здесь не ставится, не знаю почему. Ставите туда стеночку и все, и потом уже бим-бим-бам-бам пошла суета. Ну, понятное дело, вы так каждый раз делать не будете, но просто все равно как опция. Имейте в виду. Можно зашипать какого-нибудь противника, потом под ноги ему постелить кольцо Мороза, чтобы он после шипа еще и в стане стоял. Ну, очевидно, кольцо Мороза супер вкусный талант. Если умеете с ним обращаться, берите кольцо Мороза. Если понимаете, что вам прям конкретно в данном бое пригодится кольцо обледенения, как дополнительный рут, ну, типа у вас и так есть, да, кольцо льда, а также еще будет кольцо обледенения, которое на дистанции кастуется. Берите кольцо обледенения. По поводу расы, да, на какой расе играть за мага. Все почему-то пикают найт-эльфов, и это, очевидно, неплохой вариант, потому что активка, во-первых, имба, но она как бы имба на инвизеров больше, да, потому что можно прям во время боя рестелснуться, там, дополнительные станы из инвиза нажать и так далее. Ну и для мага она тоже, опять же, неплоха, потому что как минимум можно какой-нибудь таргетный спелл
за evade. Ну, то есть вас кастует что-то, вы нажимаете слиться с тенью, все, каст прерывается. Но, как по мне, эльфы бездны гораздо же посильнее будут. Нет, во-первых, у вас есть пассивка на увеличение вашего дэмэджа магического, что приятно. Ну и во-вторых, у вас появляется дополнительный блинк еще, по сути, по факту. В общем, еще один спелл на мувмент, которых у мага и так дохера. Вы просто кастуете вот такую штучку. Ее, кстати, апнули, раньше она медленнее передвигалась. И у вас есть баф, в течение которого вы можете к ней просто тпшнуться. И все, это, по сути, дополнительный блинк для вас, как для мага. Также это работает в связке, допустим, мерцания. Вы блинканулись в одну сторону. Туда кинули расовую активку, к ней тпшнулись, и потом на перемещении вернулись обратно. Короче, тут можно такую суету творить, просто по всей карте вот так запутать противников. Очень мощно. И опять же, как я вам показал с ледяной стеной. Сквозь ледяную стену блинки не работают, а вот расовая активка, пространственный разлом, работает. Что не может не радовать. Поэтому, как по мне, все-таки эльфы бездны — это супер имба на мага. Если не нравится, можете брать найт-эльфов, а если и найт-эльфы не нравятся, тогда уже все. По ситуации, как хотите. Кто вам нравится, того и пикайте. Ну, хуманов можно взять. За альянс, конечно, расы гораздо интереснее на мага, за орду что-то такое себе. Ну, прям не кайф. По поводу статов, какие самые важные? Ну, изначально идет скорость, ее нужно прямо максить, это наш основной атрибут, потом универсальность, потом мастерство, потом крит. Если не вдаваться в подробности, это прям то, что нужно по градации сверху вниз. Хоста просто нам позволяет быстрее кастовать, универсальность для урона и так далее. На этом пока все, народ, видос завершаю. Вскоре планирую сделать прям подробный гайд на Фростмага с макросами, со шмотками, какие нужно крафтить, какие покупать, какая у нас ротация. В общем, все прям подробненько, чутенько изложу. И если вам это интересно, пишите коммент под данным видосом, чтобы я видел вашу заинтересованность, побыстрее сделал, соответственно, данный гайдец. Ну и подписывайтесь на меня на Бусти, там у меня имеется доп-контент, также есть гайды, гайд по настройке PvP-шного интерфейса и так далее. На этом заканчиваю, народ. Всем спасибо за просмотр, прогрессив PvP, всем чао, всем пока.